Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой нежный, красивый джемпер японским ажуром. Нашла на просторах интернета модельку из японского журнала. Очень понравился узор и решила сделать мастер-класс. Как всегда, в моем мастер-классе будет выбор пряжи. Мы будем вязать сами образец, определять плотность вязания. Затем я покажу вам выкройку и составим с вами описание. То есть в описании, как расположить правильно узор, будет разобрано, что такое вертикальная плотность, как ее применить, как посчитать скос, сколько определить петель на вырез горловины, на плечо. И то есть все эти индивидуальные расчеты будут мною озвучены и показаны, как это правильно сделать. Итак, начинаем с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Yarn Art Merino Deluxe 50. Это турецкая пряжа, цвет у нее 502. И про метраж 100 грамм 280 метров, состав 49 шерсти, 51% акрила. Узор выглядит вот такой симпатичный, красивый узор. У меня связаны здесь два раппорта в высоту и один раппорт в ширину. Вяжется, девочки, довольно просто. Очень много похожих моментов в этом узоре, то есть, в общем-то, особо сильно напрягаться не приходится. Средней сложности узор. Совершенно не колется полотно. Приятное такое, средней толщины ниточка. И, в общем-то, по качеству я вполне довольна. К тому же она будет с большим содержанием шерсти и, в принципе, будет теплая, да, эта кофточка. И красивый вот такой ажур. Очень красивый. Я бы так сказала бы, витиеватый такой ажур. Красиво смотрится. Итак, давайте я покажу вам схему. Так, схема узора перед вами. Значит, у нас раппорт узора составляет 26 петель и 24 ряда в высоту. Здесь очень простые условные обозначения. В принципе, мы будем с вами вязать образец, там вы тоже все это дело увидите, как я. Это очень сложно объяснить. Здесь есть такие моменты, которые можно только показать. Ну, а если вам интересно, смотрите. Кружочек вот этот, это накид, да? Вертикальная черточка, это лицевая, пустая клеточка, это изнаночная. Вот такой вот бантик, загогулинка такая, это скрещенная лицевая в лицевом ряду и скрещенная изнаночная в изнаночном ряду. Ну, вот этот вот общий известный знак. Это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, а в изнаночном ряду это 2 вместе лицевой, это 2 вместе, то есть в изнаночном ряду вот этот знак обозначает 2 вместе изнаночной за переднюю стенку, а вот этот, наоборот, знак обозначает 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку. Так, ну еще здесь есть вот такой вот элементик, который мы будем вязать только в лицевом ряду, и вяжется он, значит, делается накид 3 вместе с наклоном, 3 вместе лицевой с наклоном влево, при этом петля, которая ложится поверх, бывает скрещенная лицевая, да? И наоборот, в противоположном направлении. Еще здесь будут у нас 3 вместе лицевой с наклоном вправо
И это, соответственно, в зеркальном отображении 3 вместе, лицевой с наклоном влево. В общем, вот такие вот общепринятые как бы условные обозначения часто встречаются в японских схемах. Так, теперь что касается выкройки. Есть, конечно, родное описание из японского журнала. Я применяю вот такую выкройку. Мне она больше понравилась и больше меня устраивает. Здесь вот размеры так вот не попадают, вот рукавчик, да, видите, а если я вот так сдвигаю, то низ не видно. Ну, в общем, остановлюсь вот так, да. Значит, на несколько размеров у меня здесь есть выкройка. Первый размер 42-44, в скобочках размер 48. Как сделать на больший размер, подробно остановлюсь на этом после того, как мы с вами свяжем образец, и будет мои объяснения в конце видео обычно. Я все это рассказываю, как выйти из ситуации. Да? Обязательно повторяю в каждом видео. Девочки, это общая такая выкройка со стандартными такими размерами. Обязательно корректируйте под себя эту выкройку, да, длину корректируйте, ширину корректируйте, все на ваше усмотрение, да, потому что описание описанием, но мы все разные, у кого-то плечи широкие, бедра узкие, но у кого-то наоборот, поэтому обязательно применяйте индивидуальный подход. Все мои объяснения – это для наглядности, то есть как сделать расчет, то есть это обучающий мастер-класс, да, то есть обязательно нужно здесь все корректировать под себя индивидуально. Так, с этим все понятно. И мое описание. Все время показываю его. Оно располагается под видео. Смотрите, размерчики я уже озвучила. Расход пряжи у нас будет 450-500 грамм в зависимости от размера. Расход пряжи, метраж ее, все это есть уже, я вам все показывала. Плотность вязания определяем в конце видео. Когда свяжем образец, будем использовать для резинки спицы номер 3 и для узора 3,5 я вяжу. Для обвязки горловины тоже спицы номер 3. Как набрать вот определенное количество петель, почему именно такое количество петель, рассказываю в своих объяснениях после того, как свяжем образец. Так. Это все. Как расположить узоры, все там же. Подробно рассказываю. Кто не хочет смотреть, можете воспользоваться моим описанием. Может быть, вам удастся удачно все разобрать самостоятельно. Так. Ну и, в общем-то, вот это все будет под видео. Поэтому я читать это все зачитывать не стану. Так, есть родное японское такое, скажем, описание. Я вам сейчас тоже его вот так покажу. Хотите, делайте скрин. Вот у нас схема резинки. Я ее не вяжу в своем мастер-классе. Смотрите, увеличиваю вам, девочки, сделайте скрин. Там применяется тот же самый элемент, который я сегодня буду в своем мастер-классе показывать. Да? А здесь просто скрещенная лицевая. Так что очень легко вяжется эта резинка. По схеме легко можно разобраться. Далее по этой же. Вот родная выкройка, если кому нужно, пожалуйста. Сделайте также скрин экрана, пожалуйста. Родная выкройка, ширина 46 сантиметров у нее по спинке, видите, и по переду. Более глубоким вырезом она отличается от моей выкройки. Аж глубина на 11 сантиметров, видите? У меня всего 6 сантиметров. Кому это принципиально важно, чтобы такой был глубокий вырез, пожалуйста, воспользуйтесь этой выкройкой. Так. С этим все понятно, да? Вот тут схематично показано, как вырез у нас горловины выглядит. Здесь явно применяются другие. Вот рукав, кстати, выкройка, как выглядит, да? С окатом тоже. Так, здесь явно другие ниточки применяются, явно другие спицы, более тонкое все, как бы, да? В общем, смотрите, здесь тоже 26 сантиметров глубина. И ширина выреза горловины 26 сантиметров. У меня 24, по-моему, да. Так что вот даже в этом есть отличие. Так. Ладно, сейчас я вам еще покажу. Еще у меня кое-что есть. Значит, вот так выглядит описание. Кому надо, делайте скрин. Это вот схема.
да, и вырез горловины здесь показан попетельный. И еще одно есть по рукаву. То же самое, пожалуйста. Если нужно, делайте скрин. Вот вам увеличила. Вот низ рукавчика, да. Вот резиночка, я так понимаю, по рукавчику. И убавочки. Наоборот, прибавочки по рукавчику. И убавочки по окату. Видите? Пожалуйста. Кому интересно, делайте скрин. Все. А сейчас давайте с вами начнем вязать образец. Это очень важный момент. Важные там освещаю я интересные очень элементы. Вот так выглядит схема, по которой мы будем сегодня вязать. Для образца я набрала 29 петель. Смотрите, 26 петель это раппорт наш, но одна петля у нас будет идти слева для симметрии, изнаночная. И мы будем с вами еще 2 кромочные добавлять. Получается 29 петель. И будем вязать раппорт 24 ряда в высоту. В схеме указаны лицевые и изнаночные ряды, поэтому будем вязать. Схема, девочки, несложная, сразу вам скажу, схема несложная, очень много повтора, здесь повторных элементов. Итак, вяжем с вами первая изнаночная, затем вяжем скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, 2 изнаночные, как-то вот так. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3. Дальше вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. И для симметрии вяжем изнаночную, кромочная тоже изнаночная. Так, далее второй ряд. Схемочку будем читать слева направо. Вяжем первая для симметрии лицевая, начинаем вязать раппорт, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, 2 изнаночные, накид, изнаночная. Дальше лицевая, изнаночная, накид, 2 изнаночные, так, дальше 2 вместе лицевой, изнаночные за переднюю стенку, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, так, 2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенная изнаночная, лицевая и скрещенная изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Третий ряд. Вяжем первая изнаночная, делаем накид, затем смотрите, петельку я сразу меняю на скрещенную, возвращаю на спицу. Я так вяжу я, вы как хотите, девочки. Я вам говорю, что первая петля должна быть скрещенная, лицевая. И далее мы вяжем 3 вместе лицевой с наклоном влево.
И вот это скрещенное у нас поверх всех. Дальше вяжем 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные. Далее, смотрите, меняю петельки местами. Сейчас будут 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я меняю петли местами. 2 у меня за работой. Вот эта вот петля будет скрещенная поверх них, накидываться. И провязываю, как 3 вместе лицевой. Первая вот это вот поверх скрещенная лицевая. Делаем накид и для симметрии изнаночная у нас идет. Кромочная тоже изнаночная. Связали. Теперь 4-й ряд. Схему читаем слева направо. Вяжем. Первая для симметрии лицевая. Вяжем раппорт. Вяжем изнаночная, накид, скрещенные изнаночные. Дальше идут 2 лицевые, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, 2 изнаночные, накид, 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 2 изнаночные, 2 лицевые, сама вяжу лицевые, говорю 2. Так, это просто на схеме они изнаночные. Так, 2 лицевые, скрещенная изнаночная, накид. Дальше идет изнаночная просто и лицевая, кромочная, изнаночная. Связали. 4-й ряд. Сейчас будет 5-й ряд. Вяжем 5-й ряд. 5-й ряд у нас идет изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, изнаночная, снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, меняя петельки местами, 3 поверх первых 2 вяжем как 3 вместе лицевой. Дальше вяжем накид, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Далее идет для симметрии изнаночная и кромочную вяжем изнаночной. Шестой ряд. Вяжем. Первая идет у нас лицевая, дальше идет скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная. 2 лицевые, дальше идут изнаночные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, лицевая, снова 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, затем идут 2 лицевые, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной.
7 ряд. 7 ряд вяжем. Первая у нас идет изнаночная. Вяжем накид. Этот мы уже делали элемент. Опять меняю петельку местами заранее. Будет скрещенная лицевая. И 3 вместе лицевой с наклоном влево вяжу. Дальше вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 изнаночные. Далее вяжем. Также мы уже это делали. 3 вместе лицевой с наклоном вправо, при этом скрещенная у нас петля лицевая поверх этих двух оказывается. Провязали 3 вместе лицевой, сделали накид, изнаночная и кромочная тоже изнаночная. Так, 8 ряд. Схему читаем слева направо. Итак, вяжем лицевая, изнаночная, накид и скрещенная изнаночная. 2 лицевые, затем 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, 2 изнаночные, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенная изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. 9 ряд. Вяжем первая изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная и изнаночная кромочная. Так, у нас с вами 10 ряд. Вяжем 10 ряд. Первая для симметрии лицевая. Вяжем скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, 2 лицевые. Дальше идет 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, 2 изнаночные, накид, изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 2 лицевые, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 11 ряд.
Итак, изнаночная, накид, меняем местами, вяжем 3 вместе лицевой с наклоном влево, причем вот это будет у нас скрещенная поверх, которая лицевая, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная, снова делаем, девочки, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, и скрещенная у нас будет лицевая поверх. Вот так. И делаем накид. Далее идет изнаночная, снова накид, снова 3 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная поверх. Далее идет изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, меняя петли местами, 3 вместе лицевой с наклоном вправо провязала, накид, 2 изнаночные, далее у нас идут 3 вместе лицевой с наклоном вправо, скрещенная будет у нас петля поверх, вяжем 3 вместе лицевой, накид, и для симметрии изнаночная, кромочная тоже изнаночная. Итак, 12 ряд. Схему читаем слева направо. Итак, значит, первая у нас идет лицевая, далее вяжем изнаночная, накид, скрещенная, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, скрещенная, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенная, изнаночная, накид, изнаночная и лицевая. Так, теперь у нас 13 ряд вяжем. Первая у нас идет изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, сейчас, изнаночная, снова скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и изнаночная для симметрии вяжем. Кромочная тоже изнаночная. Вяжем 14 ряд. Первая лицевая для симметрии. Далее у нас идет изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной за переднюю стеночку,
Нет, за заднюю, девочки. 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. 2 изнаночные, накид, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. 15 ряд. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные. Далее идет 3 вместе лицевой с наклоном вправо, причем третья будет скрещенная лицевая. Провязали 3 вместе. Делаем накид, изнаночная, накид, опять скрещенную переворачиваем заранее и 3 вместе лицевой вяжем с наклоном влево. 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная, кромочная, изнаночная. Шестнадцатый ряд. Первая для симметрии лицевая, далее идут 3 изнаночные, накид, 2 изнаночные, далее 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 2 лицевые, скрещенная изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, скрещенная изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе изнаночной за заднюю стенку, 2 изнаночные, накид, 3 изнаночные, лицевая, кромочная, изнаночная. Семнадцатый ряд. Вяжем первая изнаночная, далее вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаем накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Восемнадцатый ряд. Вяжем. Первая у нас будет для симметрии лицевая, далее у нас идут 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 лицевые, скрещенная изнаночная, лицевая, снова скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, 2 лицевые, далее идут 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, лицевая, кромочная, изнаночная.
19 ряд. Первая изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, причем третья будет скрещенная. Делаем накид, изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная у нас получается петля первая, 3 вместе лицевой. Далее тут 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. 20 ряд. Вяжем. Схему читаем слева направо. Первая у нас идет, это для симметрии лицевая. Далее вяжем изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 2 изнаночные, 3, так, дальше 2 лицевые, скрещенная изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, скрещенная изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, изнаночная, 2 вместе изнаночной за заднюю стенку, 2 изнаночные, накид, изнаночная, лицевая и кромочная изнаночная. 21 ряд. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, еще одна изнаночная, вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная для симметрии и кромочная изнаночная. 22 ряд. Первая для симметрии лицевая, и далее идет скрещенная изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной за переднюю стенку, 2 лицевые, скрещенная изнаночная, ниточка расслоилась, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе изнаночной за заднюю стенку, 2 изнаночные, накид, изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной.
23 ряд. Изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, причем вот эта петля первая, поверх которой будет, она будет скрещенной лицевой. Дальше идет у нас изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, затем 3 вместе лицевой с наклоном вправо, скрещенная будет 3 поверх всех. Делаем накид, изнаночная, накид, затем опять 3 вместе лицевой с наклоном влево, первая будет скрещенной лицевой поверх, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная, далее опять идут 3 вместе лицевой с наклоном вправо, скрещенной будет первая лицевая, делаем накид, для симметрии изнаночная, кромочная, изнаночная. 24 ряд, заключительный. В раппорте вяжем. Первая у нас для симметрии лицевая, далее вяжем изнаночная, накид, скрещенная, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенная, изнаночная, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, скрещенная, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенная, изнаночная, накид, изнаночная, лицевая и изнаночная. Связали полный раппорт, 24 ряда. Сейчас у меня в этом узоре 2 раппорта связано, и мы будем делать влажную тепловую обработочку, чтобы сделать расчет. Горячим паром мы воздействуем на наш образец, так его распрямляем в разные стороны хорошенько, еще разочек, чтобы был очень расправленный. Он сейчас очень мягкий, податливый, влажный. Не бойтесь его тянуть. Когда он высохнет, девочки, он примет ту самую форму, которая, собственно, и будет ему присуща. Так, все, пусть сохнет. Теперь наша задача измерить ширину образца. Берем линеечку, измеряем ширину образца. 16 вот у меня здесь с половиной. Так, снова 16 с половиной, и еще в одном месте померяем. Так, тоже 16 с половиной. У нас с вами в образце участвует 29 петель. 29 делим на 16 с половиной. Получаем 1,75. Запишем, что в 1 сантиметре 1,75 петель. Далее измеряем высоту образца. У меня здесь связано 2 раппорта. 20 с половиной. Здесь вот 21 и 20. Интересно. Еще раз. Ну да, тут тоже 20 с половиной. А посередине здесь такая впадина. Так. В общем, берем 20 с половиной.
И здесь у нас участвует 48 рядов. 48 делим на 20,5. Получаем 2,3. Запишем плотность. В 1 сантиметре 2,3 ряда участвует. Так. Хорошо. Теперь нам понадобится выкройка, чтобы составить дальнейшее описание. Так, вот такая у нас будет с вами выкройка. И мы будем делать расчет. Я уже тут начала считать. Значит, начинаю вам с самого начала, с азов. Смотрите, два размера на выкройке. Первый 42-44, второй размер в скобочках, это 48 размер. И ширина у нас для первого размера будет 47 сантиметров по выкройке, для второго 51 сантиметр. Мы с вами должны определить количество набираемых петель по спинке и по переду. Для этого я беру наши 47 сантиметров и умножаю на плотность нашу по горизонтали 1,75. 82 петли у меня получилось. То же самое я делаю со вторым размером. 51 сантиметр ширина умножить на плотность 1,75, это 89 петель. Так, теперь следующая наша задача. У нас есть схема, и раппорт у нас должен составить 26 петель, плюс 1 петля для симметрии. Да? Надо, чтобы было целое число раппортов. Для этого наши 82 петли надо поделить на число петель в раппорте, 26. Вот целое число 3. Значит, 3 целых раппорта у нас умещается. И далее по обстоятельствам. 3 умножить на 26, это будет 78 петель. Плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. У нас получается 81 петля. И, мои хорошие, 81 петля это как раз то, что нам нужно. Да? У нас так-то было 82, но теперь будет 81. Одна петля особой роли не играет. Да? Зато у нас все четко по узору, симметрично, красиво будет располагаться на наш размер. Второй размер, то же самое я сделала. Я 89 поделила на 26. У меня получилось также 3 целых раппорта. И также я прибавила 1 петлю для симметрии, 2 кромочные. И необходимо еще, девочки, получилось 81 петля. Да? А надо, чтобы было 89. И, в общем, этот вопрос я решила следующим образом. 81 я прибавила 8 изнаночных петель. То есть справа и слева у меня по 4 петли. Смотрите, как это будет схематично располагаться. Вот у нас с вами 3 целых раппорта идут по 26 петель. 26, 26, 26. И 4 петли у меня будет справа и слева добавляться изнаночных. 4 изнаночные. И не забываем про одну петлю, которая у нас для симметрии, она тоже будет изнаночная. Итого с левой стороны я могу написать сразу 5 изнаночных. То есть здесь она у нас как бы уже в узоре присутствует. Вот она, да? Это изнаночная. Она в раппорт вошла. А здесь мы ее приплюсовываем для симметрии слева. И плюс еще 4 изнаночные недостающие. То есть вот таким образом. И тут еще кромочные располагается. У нас будет распределяться узор на 48 размер. 89 петелек получается. Аналогичным образом вы, девочки, можете распределить узоры на любой вам требующийся размер. Предположим, ширина спинки 57. Вот часто бывает на 50-52, да? Размер 57 умножить на 1,75 плотность. Вот смотрите, 99 петель. Я показываю сейчас для примера. Никаких предъявлений, каких-то там претензий мне, пожалуйста, не предъявляйте. Я вам добро делаю, я вам рассказываю, как это сделать. Некоторые в комментариях пишут, что я там что-то не так посчитала. Я вам рассказываю для примера. На свой собственный размер вы считаете, как считаете нужным. То есть берете
ту мерку, которая вам нужна, и делаете, просто повторяйте за мной. И все. 99 мы делим на число петель в раппорте 26. Вот смотрите, здесь вот такая у нас будет история. Либо мы берем целых 4 раппорта, да, либо мы будем изнаночными добавлять. Я бы взяла целых 4 раппорта. 4 умножить на 26, это будет 104 петли, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. То есть получится 107 петель. Вот такая вот история. Ну или берете такой вариант, как опять-таки вот этот костяк, 81 петля, да. И для вашего размера добавляйте изнаночную гладь справа и слева одинаковое количество. Тут, в общем-то, такой вот только расклад. Другого не может быть. Теперь следующий вопрос. Распределить, сколько петелек будет приходиться на вырез горловины, сколько петелек будет приходиться на плечо и на пройму. Для этого также пользуемся нашей посчитанной плотностью по горизонтали. Смотрим на выкройке. Горловина 12 сантиметров, то есть это 24 сантиметра. И умножаем эту мерочку на 1,75. Смотрите, 42 петли придутся на горловину. Запишем. Далее на плечо. Вот видите, да? 7,9. Ну, давайте на маленький размер 7. 7 умножить на 1,75. Это будет 12 петелек. Далее на пройму. Глубина проймы 4,5 сантиметра. Значит, мы также 4,5 умножаем на 1,75 и получаем, девочки, скорее 8 петель, да, 8 петелек. Так, и теперь делаем, как говорится, контрольный вариант у нас идет. Сейчас мы из наших общего количества петель 81 будем по очереди отнимать эти циферки. И окончательная цифра у нас будет в вырезе горловины. Сейчас пока все это как бы сырой такой, да, материал. Значит, смотрите, 81 петля. Отнимаем 16 петель проймы. У нас их две проймы, правильно? Отнимаем 24 петли плеча. Получаем вырез горловины составит 41 петля. То есть мы с вами уточняем эту данную, и вот здесь пишем 41 вырез горловины, да? Аналогично вы поступаете с другими размерами. То есть на 48 также считаете, да? Далее смотрим выкройку рукавчика. Опять-таки, самое сложное здесь это связать скос, вот этот рукава. Но это так на первый взгляд кажется, что сложно. На самом деле скос тоже так же легко можно рассчитать. Начинается с того, что мы считаем, сколько по низу рукавчика набирается и сколько в самой широкой части окажется петелек. Для этого также нам нужна выкройка. Смотрите, внизу ширина 24 сантиметра рукава. 24 сантиметра умножим на нашу плотность 1,75 и получим 42 петли, да? 42 петли. Я пишу опять-таки черновой пока вариант. Так, поверху у нас идет с вами, смотрите, 16 сантиметров на маленький размер. То есть это 32 сантиметра ширина, половинчатый был размер, умножаем на 1,75 и получаем 56 петель. 56 петель. Теперь из 56 петелечек отнимаем 42 петли по низу и получим 14 петель. 14 петель, да? То есть справа и слева нам надо будет прибавить по 7 петель. Я пишу 7 петель надо прибавить. Эти 7 петель нужно прибавлять через равные интервалы. Для этого нам сейчас понадобится вертикальная наша плотность. Смотрите, от планки рукав до оката
составляет 42 сантиметра высота рукава. Считаем. 42 сантиметра высота умножаем на вертикальную плотность 2,3. Получаем 96 рядов. Я пишу 42 сантиметра, это 96 рядов. И теперь наши с вами 7 петель мы будем сейчас на 96 рядов вычислять, сколько это получится. 96 мы делим на 7. У нас получается 13,7. Здесь какой будет расклад? Предлагаю, значит, в каждом 13-м чередовать закрытие петель в каждом 14-м, да? То есть первый раз в каждом 13-м прибавили справа-слева по одной петле. Второй раз в каждом 14-м прибавили. И так до конца вяжем, пока на спицах не окажется 56 петель. Вот и все. Далее идет формирование оката. Так, аналогичным образом вы поступаете для 48 размера, да? То есть смотрите, здесь у нас будет 34 сантиметра ширина, внизу также, а вверху чуть шире. 34 умножить на 1,75 получим 50, ну да, наверное, 60 петель. 60 петель. Округляем в большую сторону. Из 60 мы отнимаем 42. Получаем 18 петель. Надо всего прибавить на второй размер. То есть по 9 петель. Да? Не 7, а 9 петель. И также вы 96 рядов высоты делим на 9 петелек прибавленных. Получается. Также будем чередовать в каждом 10-м ряду и прибавление далее в каждом 11-м ряду. И до тех пор, пока у нас здесь в самой широкой части не будет 60 петель. То есть 96 рядов вот таким образом распределяем прибавки. Так, и в общем-то на этом, наверное, все мои объяснения, собственно, я все вроде бы как затронула, да? И надеюсь, что все было понятно, все очень просто. Даже предусмотрела вам объяснение на больший размер. Девочки, на этом я желаю вам удачно связать этот красивый джемпер. Смотрите еще раз на узор, да? Очень красивый джемпер, на мой взгляд. Узор несложный. Вот. И, в общем-то, такой миленький рисуночек часто женщины предпочитают. И красивый ажур японский, согласитесь. Японский ажур всегда самый очаровательный, насколько я могу об этом судить с своего опыта. И давайте до новых встреч!